В одном из дорогих ресторанов звучала живая музыка. За роялем сидел сам хозяин заведения, миллионер, любивший время от времени демонстрировать гостям свое мастерство. Он играл с уверенностью и пафосом, а публика поддерживала его вежливыми аплодисментами. Атмосфера изысканности, дорогие костюмы, вино в бокалах – все соответствовало престижу заведения. И вдруг дверь ресторана открылась, впуская прохладный вечерний ветер и старика в поношенном пальто. Его вид резко контрастировал с блеском интерьера. Сначала посетители нахмурились, некоторые повернули головы с недовольством, а официанты уже хотели подойти и выставить нежданного гостя. Но старик поднял взгляд и спокойно произнес. На картонке, которую он держал в руках, была надпись «Можно я сыграю за еду?». В зале раздался смешок. Миллионер, сидящий за роялем, тоже усмехнулся. Ирония момента казалась забавной, бездомной, просящей возможность заменить его, владельца, богача, музыканта-любителя. Впрочем, из прихоти и ради развлечения гостей он кивнул. Рояль освободили, и старик медленно подошел к инструменту. Он сел, положил дрожащие руки на клавиши. Казалось, что вот-вот прозвучит неуклюжая попытка, и зал снова рассмеется. Но первая же нота пронзила тишину так глубоко и чисто, что у гостей перехватило дыхание. Мелодия развернулась, полилась, завораживая, наполняя пространство светом и тоской одновременно. Это было искусство, к которому ресторан не был готов. Лица посетителей изменились, равнодушие исчезло, кто-то закрыл глаза, кто-то тихо вытирал слезы. Миллионер стоял в стороне, пораженный до глубины души. Его собственная игра, которой он так гордился, в одно мгновение показалась ему не более чем любительской забавой. Когда последняя нота растворилась в воздухе, зал взорвался аплодисментами. Старик поднялся и тихо опустил крышку рояля. Он не просил денег, лишь взглянул на столы, где подавали дорогие блюда. И тогда официанты принесли ему тарелку горячей еды. Этой ночью ресторан жил другой историей. Миллионер, еще недавно смеявшийся, понял, что настоящий талант и величие не покупаются и не продаются. А гости уносили с собой не только воспоминания о чудесной музыке, но и простую истину. Иногда легенды приходят туда, где их меньше всего ждут. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.